Привет, с вами Алена, и у нас, я уже сбилась, какая по счету часть. В общем, продолжение двухлетнего анихолизиса, ногти ветеринара, кто как запомнил. Ссылочки оставлю, и вот мы уже пережили покрытие, и все у нас очень хорошо, состояние кожи улучшается. И этот пальчик средний у нас был без покрытия, потому что там в прошлый раз было повторное травмирование, и мы решили его не покрывать. Но он прекрасно себе восстановился. Единственное, что на нем есть какая-то отличительная особенность, на нем более налипшая кутикула, чем на остальных. Вот на этом среднем и на безымянном пальце. Это у нас получается правая рука. И вот здесь на безымянном. Вот тут, кстати говоря, еще кармашек немножко остался, поэтому его мы будем зачищать. И забегая вперед, скажу, что эти ногти мы покрыли, но в видео этого не покажу, потому что там нейтральный оттенок лака, и вообще видео у нас не про то. Мы сейчас полностью все снимем, ноготочки очистим, приведем в порядочек, подпилим свободный край. Длину убираем пока что полностью, хотя хозяйка ногтей уж очень любит длинные ногти, ногти с дизайнами, и я очень верю и надеюсь, что однажды мы сможем с ней воплотить ее мечту в жизни и сделаем ей какой-нибудь просто суперский дизайн. Но пока мы вынуждены отталкиваться от того, что есть, а есть у нас еще не закончившийся анихолизис, и ей очень сильно хочется покрывать, поэтому я иду навстречу, но я сразу говорю, я делаю ей без укрепления, тонким слоем, и даже не особо под кутикулу, потому что ее кожа, вот, к сожалению, на видео не видно, но кожа у нее очень нестандартного качества, она не отодвигается нормально, то есть покрасить под кутикулу технической возможности, в общем-то, нет. Вот такой вот удивительный факт. Ну вот у меня тоже, например, так, но у меня просто она тонкая, и мне все больно. А у ей, в общем-то, ничего не больно, но просто у нее она не отодвигается и не получается прям настолько идеально чистого маникюра, как мне бы хотелось. Ну, не все коту масленица, правильно? Ведь всякое бывает. И иногда нужно идти на уступки даже кутикуле. Такое тоже в жизни случается. Ну, а мы пока продолжаем делать зачистку по своей стандартной схеме. Я, как всегда, с педикюрной фрезой. Я ее все-таки люблю. Ну, одна из любимых, но не значит, что единственная. Вот, и, как видите, нету никакого у нас тут кармана, и прям чувствуется, что можно было бы еще дозачистить, но, поверьте, сделать этого никак не получается, иначе это все плохо, очень сильно закончится. Дальше убираем пыль, и вроде как бы все ничего, но вот безымянный пальчик у нас все-таки будет еще подлежать небольшой зачисточке. Тут остался боковой анихолизис, но если вы посмотрите предыдущие видео, вы заметите, что он был там очень глубокий, а сейчас он практически срос, и осталось просто вот, минимум остался, совсем маленький крохотный кусочек. Его мы аккуратно и бережно выстригаем. В помощь мне тут уже и кюретки, и апельсиновые палочки, и все, что попадается под руку. Главное, чтобы не больно, а травматично. И, конечно же, чисто. Вот так маленькими шажками, как всегда. Еще раз повторюсь, для меня зачистка – это не двухминутное занятие. То есть я это делаю часто очень медленно, спрашивая клиента о том, все ли его устраивает, разглядывая, рассматривая под разными углами, пытаясь понять, что же там можно еще убрать. Поэтому, меня просто, знаете, спрашивают, типа, а сколько у вас стоит зачистка там, а сколько времени уходит? Ну, вот у меня в салоне от 300 рублей за пальчик. Ну, вот вроде бы здесь, вот казалось бы, да, даже вот этот вот палец, такой маленький участок поражения и всего ничего, но возни с ним было очень даже прилично, поэтому от 300. Иногда бывает дороже, это зависит от степени, так скажем, от тяжести, да, вот этого самого анихолизиса, то есть там сколько выгребать, сколько по времени, то есть тут даже не расходные материалы, а именно энергозатраты и временные затраты, ведь время это деньги, и ни для кого не секрет, что мастера и салоны не работают бесплатно. Но разве что я в последнее время стала, кстати говоря, практиковать такую штуку. Я ищу всякие необычные случаи, чтобы вам их показывать. И людей, которые не могут себе позволить пойти на такую процедуру по каким-то причинам. Ну, в общем, если у вас есть такие знакомые в Казани, зовите, я с удовольствием помогу.